I'm going to give a bit of a broader overview, Evgeny, of B period, since we have some new members here. Как говорит Асаф уже, он даст немного более общий обзор нашей школы, потому что присоединились несколько новых участников. Some of the things will be relevant for you right away. Others will connect to you later on. But it is important, ultimately, to understand not only your own work, what you are here for, which is important in itself, but also the aim, the role and aim of the school as a whole. И какие-то вещи будут вам релевантны, и вы можете использовать их сразу же, какие-то станут понятны немножко позже, но цель этого обзора для Асафа — это не только понять вашу роль в работе, но и как школа вписывается в общие очертания работы. Hello, Pauline and Laurence. Fourth way schools of Guinea are always experimental, not because they want to be, but because they have to be by nature. They arise to serve a certain need that exists at a certain period of time, did not exist before, and at some point it no longer exists. So there's a certain window, there's a certain moment. Школы четвертого пути, они по своей природе экспериментальны. Не потому что основатели их так хотят, а потому что такова природа работы. Открывается определенное окно возможностей, и есть необходимость в определенный промежуток времени, в определенное время. И эти школы, они как раз эту необходимость и пытаются закрыть и каким-то образом обеспечить. And because they're experimental, you cannot, as the founder of the school, do not have the luxury of looking back at some old form and duplicating it. You see what I mean? We try new things. Christian, you know all about this, yes? Every day we try new things. Some work, we repeat them, others don't. We abandon them. But it has this experimental spirit in its core, in its nature. И поэтому Асаф говорит, что как основатель школы у него нет роскоши брать и использовать что-то, что уже было сделано в прошлом. То есть просто идти по накатанной модели. Он не может себе просто-напросто этого позволить из-за природы экспериментальной этой школы, из-за этих экспериментов. Поэтому постоянно происходит, каждый день, каждую неделю происходят некие эксперименты. Кристиан помогает Асафу, все мы помогаем Асафу, что-то работает, и мы оставляем это, что-то не работает, это мы отбрасываем. When we began this school, an online school, I was concerned of how could you keep a group emotionally and intellectually on the same page online? You know, it's an obvious limitation compared to offline, to physical. И когда Асаф организовывал эту школу онлайн, он был участником физической школы и задался вопросом, а как же я обеспечу эту эмоциональную связь между студентами в онлайн-мире? Привет, Maria. I'm glad you could join. Emotionally, we'll not speak of right now. The emotional is a big challenge, the social, the connecting between students. But intellectually, it was clear for me, Evgeny, that we would need some kind of structure to our teaching that on the one hand would keep us on the same page, but on the other hand would not restrict us too much so that each of you could learn their own lessons at their own time. И задача стояла объединить студентов эмоционально и интеллектуально. Про эмоциональное объединение мы сегодня не будем говорить, но Асаф хотел бы упомянуть интеллектуальное объединение. Нужна была некая структура, которая могла бы позволить каждому развиваться индивидуально, то есть должна быть гибкой, но в то же время должна быть достаточно стройной для того, чтобы вести в школу и всех студентов в одном направлении. And to serve that need, we have what we call the labors of the month. Each month, we have a symbolic farming topic that sets the tone for that month's lesson. И таким образом Асаф представил систему трудов месяца, то есть 12 неких месяцев,
символических трудов, и каждый месяц мы проводим работу в контексте этого данного труда месяца. In January, which is the month we're now beginning, we work on, or the overall topic is the topic of aim. What do we want? Why are you here? И январь, очень удобно, мы начинаем как раз год с контекста или с общего направления цели. Кто мы, где мы сейчас находимся и зачем мы здесь. And to explain why that question of aim is important, I'd like to take you on a tour to the Basilica of San Marco in Venice, an important church that exists now for several centuries in Venice, in Italy. И для того, чтобы исследовать этот труд месяца и цель в нашей работе, Асаф хотел бы перенести нас в Венецию, в базилику Сан-Марко. Has anyone attending here visited it by any chance? Could you raise your hand? Can you translate, Evgeny? Асаф спрашивает, кто-нибудь посещал в Венеции эту базилику Сан-Марко? Можете поднять руку. You, Maria? Yes, just Maria. Yes, good. Well, we should take you there sometime, huh? Сад говорит, что нужно нас, как школу, туда как-нибудь сделать там некое собрание и посетить ее. Inside this huge basilica, Evgeny, we will actually look at only one dome, the dome that displays the creation of the world according to the book of Genesis. И из всей этой огромной базилики, это огромное сооружение, мы посмотрим лишь на один купол, расписной купол, и там будут сцены из книги «Бытия». And in this dome, we will specifically, actually, we will focus on the symbolic, the biblical creation of the human being, of Adam and Eve. И из всех этих сцен книги «Бытия», сотворения мира, мы посмотрим лишь на сцену сотворения человека, на миф о сотворении человека. So already, look what happened. We entered a cathedral, a basilica. It's like entering a library, Evgeny. Yes, it has thousands and thousands of books. И что мы, в общем-то, делаем таким нашим движением? Мы вошли в огромное здание, в кафедральный собор, так же, как мы входим в библиотеку с тысячами книг. And in that library, we went to one section, as you do when you go to a library, if you go to a library, we went to one section, which is the section of creation. И мы в этой символической библиотеке прошли к секции, которая посвящена созданию мира. And in that section, we went to one shelf, which is the shelf of the creation of man. И потом мы в этой секции нашли полку, где выстроены книги, посвященные созданию человека. And in that shelf, we will go to one sentence, one verse that describes that moment of creation, and you can read the verse. И на этой полке мы нашли книгу и прочитали из нее лишь одну цитату, и сейчас я ее зачитаю. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». I highlight, yes, in orange, these two elements. Symbolically speaking, of course, this is entirely unscientific. Symbolically speaking, the human being is made of two things at first. Dust or earth. Here's how San Marco portrays that. Basically clay. I think clay is actually a better way of conveying it, Evgeny. И Асаф выделил два элемента, из которых, согласно этому мифу, человек создан был. И два элемента, первый из них — это прах земной, земля, прах, или даже, Асаф говорит, глина. Лучше будет описать это, и мы здесь видим как раз это изображение. And then, just like a piece of clay, Evgeny, is inanimate, is dead at first, God animates it with breath.
with wind, with air. You see these kind of air streaks here as he animates Adam and creates a human being out of him. И так же, как кусок глины сам по себе безжизненен, нужно вдохнуть в него жизнь. И именно это делает на сцене следующий Бог. Он вдыхает жизнь. Мы видим некое дуновение определенного воздуха, которое вдыхает Бог в человека для того, чтобы его оживить. Two parts then: physical, terrestrial, and metaphysical or spiritual, if you like. И получается, что есть две части в человеке. Это физическая или земная, и есть метафизическая и духовная. Now, at this initial stage, he takes his newly created human being and he puts him in paradise, which is a garden. И в этом состоянии изначальном Бог ведет человека и помещает его в рай. Рай — это сад. There are a few. This is not a standard garden. There's some aspects of it that are very unusual. For example, we are led to understand that it will continually bear fruit. That Adam and Eve will need not worry about what to eat. There will all the time be new harvests, if you like, or new, series of fruits to satisfy their physical needs. И сад этот необычный. Адаму и Еве не нужно работать в этом саду. У нас создается ощущение, что урожаи или плоды этого сада будут бесконечно повторяться, и им ничего не нужно делать, а только вкушать эти плоды и наслаждаться ими. Another implied characteristic of this garden is that there's no time in it. It's not said explicitly, Evgeny, but it seems like as long as they stay here, they will not age, they will not die. Also, if it keeps bearing fruit, there's no winter, there's no fall. It's out of time, this garden. И предполагается, явно это не указывается, но мы можем предположить, что там нет времени. Они не будут стареть, они не умрут, так как постоянное лето и постоянные плоды и урожаи, не будет осени, не будет зимы. То есть самой концепции времени нету. And the third, also significant trait of this garden and this state in which Adam and Eve find themselves is that nudity is fine. And actually this is explicitly mentioned. Here is the verse. И третья характеристика этого сада – это то, что Адам и Ева абсолютно нормально относятся к тому, что к своей наготе. То есть нагота – это абсолютно нормальное состояние, в том состоянии, в котором они находятся. И вот цитата из Бытия, которая это подтверждает. «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Now let's be clear here. They were naked, and it didn't even occur to them, Evgeny. Somebody sees my. No, it was exactly the way nudity is experienced for little children. It doesn't even occur to them that anything is wrong with running around naked in public. That was the state. И в их состоянии, то Асаф подчеркивает, что нагота, им даже не приходило в голову стыдиться ее. То есть они не видели ее и потом решали, что это нормально. Они даже, в общем-то, этим совершенно вопросом и не задавались. Абсолютно точное состояние, подобное маленькому ребенку, который не задается такими вопросами. As you see, these older teachings teach symbolically and emotionally. More so than intellectually. I am now adding the missing intellectual dimension, but you see that the Bible painted a story to us that we will now translate into the language of our own teaching, of our own work. Асаф говорит, что, как мы видим, вот это учение, христианское учение, оно учит символами и эмоциями. Асаф добавляет некий интеллектуальный элемент, объясняя, рассказывая что-то. И сейчас он добавит еще или переведет эту историю в режим нашей школы, в режим нашего учения. The clay
is the physical body. Глина — это физическое тело. Is this the right word, by the way? Because it's automatically translated. Yes? Okay, very good. The animating breath, the air, the spirit is what is called essence. Сущность, right? Yes. И этот вдыхаемый воздух, который оживляет человека, оживляет эту глину, оживляет это тело, это сущность. According to this teaching, essence, that animating spirit is not just energy, but it also actually carries the characteristics, the traits of our character at the moment of conception. И согласно учению нашему, сущность — это не только лишь некая энергия, а также она содержит в себе зачатки или основу наших характеристик, наших способностей. И в том состоянии, именно в состоянии зачатия уже нам передаются определенные характеристики и способности. One person is particularly sensitive to music. Another cannot keep beat and doesn't respond to any notes. Например, один человек сразу же имеет способности к музыке, а другой никак не может совладать с ритмом и никогда не может толком совладать с нотами. But they're very good with numbers and finances, yes? And a third person cannot add 2 and 4 or multiply 3 and 5. И зато тот человек, который не может совладать с музыкой, замечательно может владеть цифрами. А третий человек никак не может сложить 2 плюс 2, и ему не даются эти цифры. But the person weak in finances may be very sensitive to nature, animals and plants, understand, what they need, how they work, how to nurture them. That is their characteristic, their traits. These and many other such traits are traits in essence. Но третий человек, который не может совладать цифрами, поэтому никак не может совладать с финансами, он очень и очень чувствителен к природе, к растениям, и чувствует их и может с ними работать. То есть это его способности и так далее, и так далее. У каждого человека есть определенный набор способностей, который как раз и задается сущностью. Now, when I hosted this meeting 2 years ago for this community, I showed back then my half-year-old identical twin daughters. Do you remember? Can you raise your hand if you remember seeing them then? Can you translate that again? Асав говорит, что 2 года назад, когда он... It was 2 years ago, right, Асав? Yes. Years ago. Yes. 2 года назад он проводил такую же встречу, посвященную той же теме, в нашем сообществе русскоязычном. Он показывал фотографию своих дочек. Это его дочери-близняшки. They're identical twins. Yes, somehow it's been my fate. It's funny and very relevant. Yes, to have identical twins, and so look at them from the point of view of this teaching. И вот так вот сложилось, что у Асафа именно идентичные 2 одинаковых однояйцевых близнеца, и он смотрит и наблюдает за их развитием именно с точки зрения учения этого. Do you remember when I showed them to you 2 years ago? I told you it's very early. Yes, they're very, very young, but it's already seeming that they are becoming very different characters. Do you remember I said that? Сам говорит, что уже тогда они еще были совсем-совсем маленькие, и он уже видел в них 2 разных характера, хоть это и абсолютно одинаковые физические близняшки. And so 2 years later, I can say now with much better certainty that they're 2 entirely different ladies. И 2 года спустя Асаф может с уверенностью сказать, что это 2 абсолютно разные дамы. One has a very good moving center. She can run, she can climb, and she can wrestle you, actually. She may be very good in judo one day, I don't know. But she has a very good command of her moving center that the other doesn't have.
Одна из них очень-очень хорошо управляется своим физическим телом. Она бегает, лазает и даже борется уже достаточно хорошо, поэтому может преуспеть в дзюдо. А у другой таких способностей нет. But the other is very inventive and ingenious and has a very good control of attention. She can pay attention and learn more quickly than the first. Но второй она очень изобретательна. Она очень хорошо управляется своим вниманием и поэтому может эффективно учиться, а у первой как раз этого нет. And this only goes to say that they are identical in body, but they have different essences. Identical twins are identical in body, but they have different essences, as it is very clear to a parent of identical twins. And I think all parents of identical twins would agree with that. И это показывает на примере Асафа и на примере всех других родителей, которые могут сказать о том же, у кого однояйцевые близнецы, что они идентичны только в своем физическом теле, но у них абсолютно разные сущности. Now, another thing, of course, among many things that happened in the 2 years between these two photos is that they've learned to speak. И, конечно же, между этими 2 годами, промежутки, они научились разговаривать. And of course, they will continue learning, in several years to come, but they already talk a lot. They express themselves very well on a daily basis. И они будут развивать эту способность, но уже сейчас они говорят много, хорошо и могут себя выразить достаточно уверенно в каждодневном общении. Which brings us back to Adam and Eve. И это возвращает нас к Адаму и Еве. We will approach this myth not morally, not religiously, and we will approach the next famous chapter of this myth from a new and actually more refreshing point of view. И мы этот миф создания человека и все последующие его разделы будем рассматривать не со стороны морали или религии, но со стороны совершенно другого взгляда. Because one trait of this garden, at least the way it's described in the Bible, is that it has a tree called the tree of knowledge of good and evil, that God doesn't want them to bite on it. Let's put it that way. И в этом саду, как мы все уже знаем, есть дерево познания добра и зла, и Бог по какой-то причине не хочет, чтобы они вкушали плоды с этого дерева. I will take a bit of liberty, in the context of today's lesson and change that. Yes, if you bite on it, you lose the garden, but I will propose, Evgeny, that you have no choice but to bite on knowledge, just like any infant has no choice upon entering this world, but to start learning, to start acquiring knowledge. Сам говорит, что он себе позволит некую вольность, и интерпретируя эту историю. И он интерпретирует ее так, что у них нет выбора, у Адама и Евы, кроме как вкусить с этого дерева познания. И Бог это знает. Так же, как и детям, у них нет выбора. Они будут узнавать что-то, приобретать знания и развиваться. So it's not unfortunate, it's inevitable what is going to happen now. То есть это не некая неудача или не некая такой злой рок. То, что случилось с Адамом и Евой, это неизбежность. They bite on the fruit of the tree of knowledge, and this is what happens to them. И они вкушают с плода этого познания дерева, и вот что с ними происходит. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что ноги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Remember that previously they were naked and they were not ashamed. Now, all of a sudden, the advent of knowledge changes that. Oh, I'm naked. I better cover myself, they say. И, как вы помните, до этого они совершенно не задумывались о том, что ноги. И сейчас они увидели это, и
именно это пришествие знания дало им некую способность оценивать, и они начали стесняться. The acquisition of knowledge, of course, is very gradual. Yes, my 2.5-year-old girls know much more than they did 2 years ago, but they have a lot more to learn, of course. И это пришествие знания, оно очень-очень процесс поэтапный. Мало-помалу дочки Асафа, они начнут приобретать знания, и этот процесс продолжится еще на долгие годы. And in the same way, the covering of Adam and Eve begins as a very makeshift kind of rudimentary covering with leaves, but soon becomes much more formal and comprehensive as these garments, these tunics, with which they eventually leave the Garden of Eden. Также и у Адама и Евы вот это знание начало приводить к прикрытию фиговыми листьями маленько, так совсем, а потом мало-помалу мы видим, что они покрывают себя все более и более плотными одеждами. This covering, this coat, represents a third and new mechanism or element that comprises the human being, which we call personality. And personality there is not translated correctly, Asad, by the way. My apologies. But I will translate. Thank you. И как раз это покрытие, которое представлено в мифе, оно представляет собой третий элемент человека, который по мере его развития, и мы его называем личностью. It is a necessary coating because you see our essence, our raw essence, as it rubs against its environment, expectations, various needs of life, it never has what it takes to adapt, and it always has to cover itself with an adaptable layer. And that's the role of personality. И этот покрывающий слой, слой личности, он необходим, потому как сущность сама по себе, открытая, ранимая сущность, не может адаптироваться к жизни. Ей нужен определенный слой защитный, который позволил бы ей соответствовать ожиданиям общества и жить в этом обществе. That's why it's represented as a garment, because the garments are adaptable. If it's very, very cold, I can put a thick garment. If it's very warm, I can take it off. The body cannot adapt so much. It needs these garments. It needs essence, needs personality. Поэтому личность здесь и представлена в виде одежды. Одежду можно поменять. Если жарко, мы надеваем легкие одежды. Если холодно, мы утепляемся. Тело само по себе, или сущность, оно не может адаптироваться настолько же легко и настолько универсально. Now, in the same meeting 2 years ago, you might remember I also featured back then, my 4.5-year-old son. И на том же семинаре 2 года назад Асаф тоже показывал фотографию его на тот момент сына, которому было 4,5 года. It was COVID, there was lockdown, there was no kindergarten. He literally spent all day outside in the garden naked. И на тот момент это было как раз время ковида, школы были отменены, и в буквальном смысле слова на тот момент сын проводил практически целыми днями, он был в саду, обнаженным, голым, бегал по саду. A year later, he returned to kindergarten. COVID lockdown ended. They resumed educational studies. And he told me one day, he came back and he told me, we had a lesson today in kindergarten, a lesson on decency. You know what decency is, Evgeny? How to behave in public. Yes. How to be in public. Yeah. И годом позже сын вернулся в школу, ковид закончился, и он рассказал Асафу, что у них был урок по приличию, правилам приличия, как себя вести, в общем-то, в обществе. And how to respect the privacy of others, and not
not touch their private parts. These are things that children need to be taught. You know, it's not obvious to essence. It needs to be taught. It's knowledge it needs to acquire. Их учили о том, как уважать личное пространство других, как относиться к другим с уважением. И сущность сама по себе не знает этих правил. Эти правила поведения в обществе должны быть изучены, и они становятся частью личности. Essence is very impressionable, Evgeny. It takes these lessons very seriously. It left a very strong impression on him. And ever since, he has retained his love of nature. Here he is a month ago, playing around in the sand in the Californian beaches. И сын воспринял эти уроки очень близко. Вообще сущность очень близко воспринимает все. И он усвоил эти уроки, и он продолжал играть в саду. А вот его фотография буквально несколько недель назад из Калифорнии, куда Асаф ездил повидать родителей жены. But you will never see him naked in public anymore. He knows, he takes very seriously, he always dresses, he will never take his garments anymore off. He has learned, he has acquired knowledge, and he has lost paradise. И с тех пор, как он на этих уроках побывал, он продолжает играть, вы видите, но он никогда уже не играет обнаженным. То есть он всегда одевается, он знает теперь правила приличия, он узнал, приобрел знание и потерял свой рай. And so you see why I mention that we will look at this as an inevitable consequence, not an unfortunate. You really have to acquire this knowledge and learn to maneuver in life. You cannot stay in this state. I mean, you can, but it would not at all be a desirable thing. И мы также будем относиться к этому моменту в развитии истории создания человека, что вкушение этого плода и приобретение этих одежд – это не какое-то несчастье и злой рок, это необходимое и неизбежное событие, которое случается со всеми. And so we have at the time of maturation, you know, in at the point of adolescence, somewhere in our teenage, you could say it's different for different people, but around that time, a normal or a standard adult is made of these three different mechanisms of bodies that Gurdjieff called three brain. That's why he called us three-brained beings. И неизбежно каждый человек по мере взросления, особенно приближаясь к периоду пубертата и в своем подростковом уже возрасте, представляет собой трехмозговое существо. Как раз то, о чем говорил Гурджиев. У нас есть тело, у нас есть сущность, у нас есть личность. Each has its own needs. Each has its own perceptions. Each has its own desires. И каждый из этих элементов, у каждого есть свои нужды, у каждого есть свои желания, у каждого есть свои какие-то в жизни запросы. And so when we tackle the question of aim as the January labor, we have to know this. It is very important to know that we actually have three, you could say, we have at least three different aims in us, and they're not necessarily at all compatible with each other. Поэтому, когда мы берем и рассуждаем о нашей цели в этой работе или в жизни, нам нужно понимать, что у нас есть, по крайней мере, три цели, которые могут быть совершенно несовместимы друг с другом. The body wants equilibrium, always. If it's too hot, I look for a way to make it colder. If I'm too hungry, I look for a way to satisfy my appetite. If I'm suffering, if I'm in pain, I look for a way to alleviate that. The body is always oriented, always associates aim, even in this work, as a kind of attaining a peace, a relaxation. That's its interpretation of aim. И тело
первый этот элемент, всегда ищет некого равновесия, некого баланса, некого успокоения мира, умиротворенности. Если я голоден, мне нужно покушать, если есть опасность, я должен убежать. И таким образом цель тела — это привести нас в состояние покоя, умиротворения и равновесия. Personality, as you saw, is built as we rub against the needs, the demands of our environment. Yes, that brain is very much related or regulated by our environment, by the opinions of the environment. Личность же, она формируется и формирует свои цели, исходя из нужд и потребностей нашего окружения. Окружение диктует, окружение, культура диктует именно нужды и цели личности. And so it will tend to imitate aims or adopt the aims of others. Gurdjieff said this, Spensky said that, or it will look at a person it admires and aim to be like them. И личность, она будет имитировать цели других или присваивать себе цели других. Успенский сказал вот так, а Гурджиев учил вот так, и значит, я должен соответствовать вот этим установкам. But the question of aim challenges us to reach to essence. What is it that we want? What has brought us here emotionally? Not what are others saying we should have, but what is it that drives us, that yearns in us? Can we connect to that emotion? Но по-настоящему мы можем взглянуть и копнуть нашу цель, только лишь присмотревшись к цели сущности. Сущность, у нее некое эмоциональное отношение. И что мы действительно эмоционально хотим, откуда именно наши эмоции исходят, и что мы желаем из этого элемента нашего трехмозгового существа. Bravo, Evgeny, so far. Yes, we will discuss some of your observations, but Christian will do that and Alina will do that in private. And so we can end the live stream at this point.